Народ, всем привет! Помните 11.11, когда была вот эта распродажа холостяков, мы заказывали замечательные всякие ништяки с AliExpress. Так вот, они к нам прилетели меньше, чем за месяц. У нас было больше 15 наименований, и все плюс-минус долетело. Мы тогда заказывали, конечно же, все с кэшбэком от Letyshops, потому что по-другому никак. И я вам хочу сказать, что мы сэкономили 3500 рублей. Покупайте в интернете только с кэшбэком. Я вот ништяков затарил, кэшбэк получил, красавчик. Сейчас еще и праздники. Вы, конечно же, будете покупать подарки, так что имейте в виду. Ну а мы с вами сегодня распакуем все, что нам прилетело. Мы заказали полную дичь. И мне будет интересно посмотреть, что же это такое в жизни, потому что, ну, хрен с ним там на картинках на Алиэкспрессе, это мы все видели. А как оно в жизни? Давайте первую посылочку прям сразу. Опа! Что это такое? Не знаю. Но я вам сразу спойлерну, что самая дикая хрень под названием массажное кресло до нас тоже доехала. Поэтому будет хорошо. Поехали. У нас тут ребята знают, что где, и, конечно же, подписали мне, но я решил не читать, потому что так будет интереснее. Начнем с первой посылочки, что тут и как это и так далее. Если что, ссылочку на прошлый ролик я оставлю в описании, как мы все это заказывали, что оно стоило и так далее. Ну, а мы смотрим результаты того, что нам прилетело. Заказывали мы практически все не глядя, и просто такие, а давай... О, это лампа-зарядка, я ее помню. Слушайте, если она работает ровно так, как заявлено, то это будет победа. Но, конечно же, AliExpress... Да нет, слушай, классно выглядит, прикольно выглядит. Логику, я думаю, вы выкупили, да? Сюда я кладу свой смартфон. Все это подключаю по проводу USB Type-C. На секундочку, Type-A. Вот эта фигня горит, здесь смартфон заряжается, это какой-то индикатор. Максимально просто. Ну и, конечно, чтобы этот ролик не длился бесконечно, мы быстренько пробежимся по этим самым посылкам в конкретном видосе, а дальше вы в комментариях пишите мне, что конкретно вы хотите более подробно изучить, если такая потребность будет. Лампа выглядит классно. Мне прямо нравится. Опять же, такую подарить, ну вообще красота. Смотри-ка, работает, причем от пауэрбанка, и здесь у нас вот эту фигню снять. Сенсорная такая вот кнопочка, ее так клац, она, соответственно, в разных режимах еще может гореть. За свои деньги девайс с AliExpress просто великий, я тебе так скажу, прямо мне нравится. И телефончик заряжаешь, а красота. Ух, эти китайцы, давай следующие, прямо хорошо залетает. Что-то мягкое, а значит нужно аккуратно работать ножичком, чтобы не отрезать лишнего раз. А во-вторых, мы заказывали, помните, джекет. То ли Тони Старка, то ли, наверное, это он и есть, да. Ух, какая лютая хрень. Но на самом деле это прикольно, то что на AliExpress можно купить вообще все что угодно. Ну а это у нас с вами под Мстители, я так понимаю, сделано. I am Superhero написано вот здесь. Нормальный такой бренд, как положено. Ну и помните, я заказывал до хрена XL. И по версии китайцев это сколько XL? Было то ли 5, то ли что. А по факту прилетело, ну это я себе, конечно, не надену. Но вы знаете, она какая-то резиновая. Да и хрен бы с ней, ладно. Нормальная куртка, короче, можно ходить. Ура. Зашлите мне что-нибудь уже интересненькое, классненькое. Вот это что такое? Замки. Блин, подглядел, ладно. Помните, заказывали совершенно фантастические замки, которые работают у нас с вами по... То ли Bluetooth, то ли не помню. Сейчас Xiaomi делает, конечно же. Мы зачем-то заказали 2. Но я тогда заказывал вообще все, что видел. И это на самом деле очень приятное чувство, когда заходишь на AliExpress и ни в чем себе не отказываешь. Значит, вы все знаете, что замки это полезная вещь. И часто они висят с вот этими маленькими ключиками, которые хрен найдешь и непонятно, что с ними делать. Это замок, который работает электронным образом. Здесь у нас есть кнопка. Опа, он открылся. Ты посмотри. Видимо, должна быть мини-инструкция. Зарядка для замка. Это ли не идеально, да? И у нас с вами, соответственно, инструкция, рассказывающая логбин, тра-та-та. Ну, полезная штука. Нормальный такой замок с приложением на зарядке. Повесил и горе не знаешь. Я думаю, энергию он потребляет вообще минимально. Только в моменте, когда ты в него клацаешь, он коннектится. Ты, соответственно, его хоп-хоп открыл, закрыл. Все, вот так это функционирует. Поэтому, если у вас есть какие-то, ну, ящики или, может быть, специальные двери, которые требуют вот такого навесного замка, хорошая штука. Я его даже тестировать не буду. Я понимаю, что это классная вещь, работает. Будем юзать. Так, что у нас еще есть? Давай. Коробка большая, но при этом достаточно легкая. Не буду смотреть, что это такое, чтобы не палить себе раньше времени вот это удовольствие от неизвестности. Потому что очень прикольно это сборная коробка. Слушайте, на самом деле консолидируют часто посылки. И это тоже приятно. Заказал кучу всякой мелочи, а тебе оно приехало в виде вот такого вот
большого. А, нет, это, походу, одна посылка. Это одна, у нас точно будут консолидированные, но это... О, это то, что я ждал. Это то, что я ждал. Это, знаете что? Это... Crystal Head, водка графин. И дядька такой здесь нарисован, такой прямо лютый. Прям по нему видно, что он прямо, водочку любит. Так, смотрим. Коробка, конечно, отвратительная. Прям просто тварь. Вот это опасно было, ладно. Ну чё оно все развалилось-то в слюне? Кто? За исключением того факта, что упаковано просто какой-то мразью, чисто технически. Та-да! Не, пробка тоже, просто пока. А так водочки налил, все. Но комплект был бы не полный, если бы здесь не было рюмочек. Ох ты. Рюмоньки, ты посмотри, какие. О, вот это. О. Ну, я бы пить из такой, конечно, может быть, постоянно и не стал. Но на праздник угореть вполне ок. Во-первых, таких стаканов у нас почему-то то ли 6, то ли хрен его знает. Ну, это было неплохо. После графина хочется выпить и отдохнуть, поэтому мы попросим Наташу распаковать огромное кресло. Я бы мог сам его, на самом деле, здесь потягать, но зачем мне тогда Наташа, да? Передаем слово ей. Большое спасибо за доверие. Это самая большая распаковка за всю мою жизнь. Представьте себе, кресло 65 килограмм за 45 тысяч приехала, бесплатная доставка, понимаете, из Китая. И человеку, который весит 40... Ой, я же не вешу 45 килограмм, я вру вам. И человеку, который весит 55 килограмм, доверили его распаковывать. Идеальный план, и я с этим справлюсь. Так, сейчас. Давай. Чё, зря в зал хожу, что ли? Ну-ка, давай. Вам, наверное, не видно кресло. Это... И снимаем пленочку. Вот и креслица. И по ходу оно, в принципе, уже собрано. Его нужно только раскрыть. Вуаля! На самом деле, как вы знаете, Валя уже распаковывала кресло на канале. Оно стоило 800 тысяч, и все сейчас им у нас в студии с удовольствием пользуются. Это кресло выглядит плохо. Окей, не будем судить раньше времени. Я решила, что подключу его, посмотрю, как оно будет массажировать мое тело, и уже тогда буду делать какие-то выводы. Здесь есть вот такой вот топовейший пульт. Что ж вы как чупа-чупс его упаковали? И активируем. Ого, все заработало. Пяточки пошли. Я не понимаю, что это за... изображение какой-то щупальца. Что за хентай, блин? Я уже начинаю чувствовать, как меня здесь по бокам сдавливают подушки, будто в метро толкают. Но, по идее, так в профессиональных креслах массажных так и должно быть, все правильно. Так, нужно сюда положить руку. Если честно, пока что все окей, помимо одного. Дико воняет это кресло китайщиной. Не знаю, как будто вы сели в очень дешевый автомобиль. И это портит, честно говоря, впечатление. Как будто просто давка в метро. Вот я вам что скажу. Ох. А вот это такое прекрасное изображение попочки. Они такие китайцы милые. Сейчас врубим прям все по хардкору, чтобы прям жестко. Все, я в люльке просто. У меня так сдавливает руку, что мне кажется, она сейчас онемеет. А материал какой-то, не знаю, это очень... Ой, блин, как... Ой, подожди. У меня сейчас руку сломает. Подожди, она реально как мужик упертый какой-то. Чё делаешь? Ты мне руку положи. Массаж стоп, хороший. Вот, наверное, самое лучшее, даже лучше дорогого кресла. Дальше все уже идет гораздо печальнее, потому что мне кажется, что попа и спина анатомически неправильно массируются, на мой взгляд. И я боюсь, что после такого массажа как бы у меня не усилился мой сколиоз. Массаж плечей, но руки я убрала, потому что их сдавливает так сильно, что у меня такое ощущение,
ощущение, что если немножечко я посижу в таком положении, моих рук вообще больше не будет, мне нечем будет распаковывать подобные вещи. И также есть массаж верхней части. Чувствую также, как надувается подушка и сдавливается немножечко голова. Есть, кстати, в этом кресле еще одна интересная тема. Да подожди ты. Так, где-то тут она была. О, Господи. Я, честно говоря, не знаю, что это. Я такого не встречала еще. И есть два варианта. Первый вариант, она надевается на голову, вот так вот, как Рэмбо. И, значит, она сдавливает мне там мышцы моей головы. Я начинаю лучше думать. Мысли возвращаются. Такое ощущение, что сейчас голова треснет. Подожди, стой. Есть еще более лучшее применение этой штуки, на мой взгляд. Вот после того, как в этом кресле вы лежите полчаса, можно смело надевать вот эту штуку на шею. Я, честно говоря, не знаю, вот в чем удовольствие конкретно этого кресла, потому что все происходит настолько хаотично, что у меня уже болит спина. Я могу сказать одно. На это не стоит тратить деньги. Ну, короче, никакого удовольствия, честно говоря. Погнали дальше, прям очень интересно. Чем дальше, тем интереснее. Что это такое? Есть ли у нас что-нибудь, ну, прям откровенно годное? Вообще мы заказывали много всего интересного. Кроме откровенной дичи, мы хотели и порадовать себя чем-то полезным. А вот, собственно, и оно. Это, знаете что? Это красавулечки. Вот они. Во-первых, они стоили как-то очень адекватных денег. Во-вторых, они... Ну, ты понял? Слушайте, ну, это, конечно, прям вот, типа Китай. Я прям вижу, что это Китай. Это очень недорого стоит. Ну, мне, например, надо где-то же заниматься спортом, бегать на дорожке. Ну, короче, пригодятся в хозяйстве. Чего бы нет, да? И даже, по-моему, мой размер. Да, угадали? Вот здесь китайцы не промахнулись. Размер реально мой. Ставь лайк. Так, давай удиви меня чем-нибудь. Ну-ка. Ни хрена себе, говорит, легкая, чуть не убил меня. Так. Я даже не знаю, с какой стороны подойти-то к этой посылке. Что? За что? Главное нащупать щель, правильно? Правильно. Вот она, походу. Есть? Есть. Ну, что это у нас такое? В смысле, это блок питания, что ли? Сертификат. Короче, это стульчак, я вспомнил. Я шел к этому 8 лет карьеры на ютубе. Наконец-то, господи. Питание, кстати, смотри, американское. Тот случай, когда обратимся к инструкции. Тот случай, когда в инструкции вообще ничего не понятно. Тот случай, когда нам понадобится длительный тест. Я думаю, что через 2 месяца мы вернемся с полным отчетом о работе этого. На самом деле мы оставим все наши посылки, которые пришли сегодня, в описании. Вы сможете зайти, почитать, что там было. Я бы сам мог это сделать, но это будет читерство. Поэтому мне кажется, что это хрень с подсветкой и, скорее всего, подогревом. Ну, что-то не так, чтобы очень заморочено. Хотелось что-то более нарядного, наверное. Вот, собственно, ну-ка. Да, есть у меня чувство, что вот именно эта консолидация наших разных посылок, потому что здесь, судя по всему, в пакете нас ждет несколько коробок. Да, здесь сразу несколько посылок. Слушайте, ну это на самом деле удобно. Ты сразу такой раз, там еще что-то 2, 3, то 4. Главное, случайно что лишнего не выкинуть. Так, что мы выберем? Начнем вот с этой. Хотел считалку какую-нибудь смешную, но не придумал пока. Так, что-то тоже мягкое. Мы что-то еще заказывали мягкое или что-то? Не выкупаю, что такое. Это перчатка Таноса. Ух ты, ё-моё. Слушай, так она не пластиковая. Я думал, она пластиковая, типа просто поставил себе как дебил на полку. Ух, запаковали-то, а. Нужно быть Таносом, чтобы что-то открыть. Не, ну приятно. Что-то она резиной пахнет просто ёкарной бабай. Просто прямо... Уа! Знаете, за что я люблю Алиэкспресс? За то, что практически каждый раз что-то покупая, ты, в принципе, получаешь прикольные штуки, но до конца не знаешь, как это работает. Нет, а почему нет? Можно ли щелкнуть пальцами в этой перчатке, кстати, давай попробуем. Не получилось, черт. Я, короче, заглянул внутрь.
нюхнул и просто токсический шок испытал. Прикинь, Танос такой, ща, подожди, щелкну, не светится ни хрена. А, две батарейки нужны. Эх, ну на самом деле здесь это все должно светиться. Я думаю, что там диодики, и оно должно, в принципе, даже неплохо выглядеть. И все окей, только странный набор батареек. Слушайте, но я реально не знаю, зачем это нужно, но это даже неплохо. Едем дальше. Блин, столько посылок. Ну, слушайте, мы заказывали вообще на Алиэкспрессе как положено. Так, смотрим, что у нас тут. Чехольчики. А, это переходник. Все, я вспомнил. Это переходник для айфона на всевозможные объективы. Это адаптер. Як это открыть? Все. Слушай, ну вот это, кстати, не бестолковая вещь. Здесь у нас с вами чехол, который надевается на iPhone 11 Pro Max, ровно мой. Потом на него накручивается вот эта хренобобель, а на нее уже накручивается объектив. E-mount. E-mount это мы брали под Sony, по-моему, да? Соответственно, у нас они есть. Вот это я обязательно протестирую. Вот про это я вам отдельно расскажу. Вещь очень выглядит, по крайней мере, перспективно. Я уверен, что это баловство и как серьезный агрегат использовать вряд ли получится. Но вот для каких-то творческих амбиций вполне подойдет. Вот что это такое, я догадываюсь. Это прям, я вам хочу сказать, точно совершенно дикая вещь. Абсолютно точно. Да! Это наклейки или насадки, или хрен знает что, для iPhone 10s, в нашем случае 10s Max, чтобы превратить их в подобие iPhone 11. Но я уже вижу, что выглядят они как говна кусок, если честно, потому что здесь добавляется типа фейковая третья камера, но по факту это не выглядит как iPhone 11, это скорее похоже, знаете, на те макапы или те рендеры, которые были до презентации. Но мы это обязательно отдельно протестируем, посмотрим, насколько дико выглядит. Забавно, стоили какие-то копейки, мы совершенно точно знали, что это полная хрень, но знал, что заказывал хрень, прилетела хрень. Китайцы не подводят. Кстати, хочу напомнить, что до Нового года осталось совсем чуть-чуть, но, тем не менее, если вы сегодня закажете что-то на Алиэкспрессе или еще где-то, вы совершенно спокойно это сможете, скорее всего, получить, потому что сейчас все работает как часы. Мы, 50-килограммовое кресло доставили, и я удивился, что оно вообще долетело, а оно такое вжик-вжик, и все, 200 рублей доставка. И на самом деле, я кайфанул от того, что все так работает классно, а еще больше я кайфанул от того, что кэшбэк на все это мне уже прилетел, я его совершенно спокойно вывожу и радую себя, потому что я люблю дарить подарки, это просто приятно, когда даришь людям удовольствие, но когда ты покупаешь подарок, даришь человеку удовольствие, еще и обратно получаешь кэшбэк, вот это вдвойне приятно. В интернете, друзья мои, покупайте умно с кэшбэком, регистрируйтесь на сайте Letyshops, если вы этого еще не делали, ставьте расширение для браузера, чтобы быть всегда в курсе актуальных кэшбэков, а также получать всю информацию по Алиэкспрессу. Там есть динамика цен и другие полезные опции, так что кэшбэк это не просто слово, это ваша умная возможность купить подарки в интернете с возвратом собственных денег, что важно, денег, которые вы потом просто берете и выводите удобным вам способом. Ссылка в описании. Вот на этом этапе память начинает меня подводить. Я уже что-то нахрен забыл, что мы еще там заказывали. Здесь все упаковано уже как-то посерьезнее. Уже как-то типа, ребята, смотрите, пакет с воздухом уже начался какой-то что. Бля, смотри, оно, короче, запаяно. Ну, прям по-серьезному. Давай сейчас прям надрезы такие. Спустить воздух. Просто смотри так. Опа, прям спустила. Клапан прям спустила. Так, смотрим, что же это такое? Так хрен оторвешь. Опа! Это что, проектор очередной, что ли? Это какая-то колонка, нет? Что это? Эко-ко. А, точно, это держалка для туалетной бумаги с полкой умная. Блин, да это вообще лучший гаджет. Смотри, приехал самый такой нарядный, да, запакованный, все. Эко-ко. А, вот в чем прикол. Здесь у нас, соответственно, бумажка. Ты ее чпык отрываешь. Здесь у нас еще дополнительные всякие ништяки. А, здесь полочка. Здесь хранится что-то полезное. Здесь телефон. Слушай, ну, идеологически гаджет полезный. А практически повесим у себя в туалете, узнаем. Блин, как прикольно. Мы это не так давно заказывали, но я уже реально подзабыл, что там вообще внутри и т.д. и т.п. Давай. Я лично получаю фантастическое удовольствие. Все, что заказали, все прилетело. Фон, Android, DVD-плеер, чего? Братцы. Я забыл, это же вообще главный девайс. Это переходник на CarPlay. Блин, слушай, вот это полезная штука. Значит, смотрите, как это работает. Это прям вообще жир.
Здесь просто по USB все это втыкается непосредственно в вашу машину. Потом вы втыкаете сюда провод, подключаете свой iPhone, либо здесь, смотрите, Android DVD плеер. Видимо, это и как Android работает. И дальше вы получаете CarPlay там, где его нет. Если у вас старая машина не поддерживает CarPlay, но у нее есть USB и возможность подключать, например, старый какой-нибудь, не знаю, там, iPod раньше были, вот это все, то вы можете через эту штуку это организовать. Стоит вообще адекват. Вот это прям хочу отдельно потестить. Я понимаю, что, наверное, это узкоспецифическая хренобобель, но китайцы вот именно в этом смысле прямо красавцы. И напоследок, одна из самых интересных хренобобель, которая у нас есть. Аккуратненько мне ее так закиньте. Вот так вот, ага. И есть. И это ноутбук. Ну, просто потому что мы уже открыли, посмотрели. Всем почему-то стало очень интересно, что за ноутбук. Здесь у нас в комплекте есть еще мышка. И опять пакет с воздухом, чтобы все это долетело в целости и сохранности. Китайцы молодцы, понимаешь? Не пожалели 3 юаня и положили мне игровой коврик. Ну, вообще, зайки мои. Значит, мышенька, ну, тоже обычная, проводная, конечно же. Но, опять же, приятно. Ну, почему нет? Им не жалко, понимаешь? Вот это подход. Смотри, мышка. Бренд хз. Не знаю, что за бренд. Майбенбен, так называется. Значит, смотрим, как это все выглядит. Это один из самых странных девайсов, которые мы заказали в итоге, потому что если китайские смартфоны сегодня это вполне себе разумная покупка, и Xiaomi, и не Xiaomi, и вообще народ покупает окей, то вот с ноутбуками до конца не ясно. Даже Xiaomi делает достаточно хреновые пародии на MacBook Air, и ничего вроде там интересного у них пока нет. Давайте посмотрим, что у нас предлагает бренд. Как он, блин, правильно называется? Майбенбен. Ну, Майбенбен, сразу понятно, да. Здесь у нас раз, здесь у нас два, здесь у нас 3. Ноутбук, руководство... Чего? А почему на русском? Гарантийный талон. Майбенбен. Почему на русском все? Они знали, что мы из России и положили нам русские бумажки? Я сейчас охренею, если там еще и клавиатура на русском включается. Прикинь, реально на русском. Вот это кит. Или мы там ткнули кнопку специально. Подожди, ты знаешь, как китайцы порешали с русской клавой? О, сука, это ж надо такую хуйню придумать. Они такие, на тебе русскую клаву. Но ты понимаешь, в чем величие-то? Так, народ, я придумал этому компьютеру занятие. Тут есть наклейка NVIDIA GeForce. Странно, они такие, они такие, Ким, надо приклеить наклейку. Какие у нас есть на складе? Он такой, чувак, есть GeForce. Наклей нормально. Даже я не верю, что здесь есть GeForce в комплекте. Значит, смотрите, парни, это теперь официально Доша ноутбук. Доши. Почему? Потому что ты вот так вот сверху аккуратно кладешь. Ну, кстати, блин, живет, как будто вообще влетает. И просто ешь над ней, правильно? Потому что она же резиновая, в клавиатуру ничего не попадет. Значит, работать за этим компьютером можно и есть параллельно. GeForce MX 150, 15 дюймов, SSD. Ну, нет. Если вы хотите услышать от меня, что это, типа, хороший ноутбук за свои деньги, он прямо вот прям говно, ну прям очень плохо. Я уверен, что у нас можно найти либо что-то подобное уже на рынке, чтобы не париться, либо можно купить что-то от брендов, но просто по низу рынка, в смысле бюджетненько что-то, но это все-таки будет брендовая штука. Если здесь что от Вальц, очень хлипкие шарниры я вижу, он уже ходит ходуном, я думаю, что ты вот 5 раз так сделаешь, просто вырвешь ему крышку к хренам. С другой стороны, мы его заказали просто потому, что меня покорила вот эта штука. Это просто величие, ты понимаешь, что это величие. Матовый экран! Обратите внимание, давайте попробуем его включить, он вообще работает? Родной. Сел. Но, кстати, кроме шуток, здесь есть слот для карточек памяти, 2 USB, HDMI, Ethernet. С этой стороны у нас что интересного? Это что, дисковод, что ли? Это дисковод. Ё-моё. Из какого-то века, братишка. Давайте посмотрим, работает ли он вообще. Завелся. А есть ли винда? No bootable device. Сейчас бы в 2019 веке покупать компьютер без винды. Нет, можно ее поставить. Но зато дешево. SSD на 256. Какая-то штука противоречий, да? Ну, то есть, как бы ты такой... А с другой стороны, 256 SSD,
что-то более-менее нормальное, и вроде экран даже матовый какой-то. Хрен его знает. Тоже потестируем, мы отдадим Наташе, она любит у нас всякие адские дичи, вот такие, поэтому потом спросим, что она об этом думает. Я, конечно, посмеялся над всем этим от души, от чистого сердца, не потому что это плохое устройство, просто, ну, забавное, оно дешевое, и ровно то, что мы заказали, то мы и получили. Это важно понимать. Мы посчитали сейчас, и оказалось, что у нас не долетели столовые приборы Xiaomi, одеяло шаурма, VR-телефон и, по-моему, еще кубик какой-то. То есть, что-то по мелочи еще где-то летит, либо надо пнуть дядю Женю, чтобы он сходил на почту и все забрал. Но в любом случае, все долетело очень быстро, и у нас практически все это уже лежит неделю, а то и 2, поэтому мы могли, в принципе, снимать этот ролик даже раньше. Но я подумал, вот месяц прошел, вот мы 11.11 заказали, вот мы где-то в этих же числах декабря все получили. Ну, прикольно. В любом случае, я надеюсь, что этот ролик для вас был, полезным, забавным, и, конечно же, регистрируйтесь на Letyshops, если покупаете на AliExpress, покупайте с кэшбэком, потому что это выгодно, удобно и классно. Я на своем примере показываю вам, как это просто работает раз. Я, на самом деле, за это время накопил уже какой-то огромный кэшбэк, мы тут посмотрели, ох, такие, нифига себе, вот она в чем сила-то. Не раз, а когда это копится, ты понимаешь, какую сумму денег ты мог просто профукать. Это очень круто. Мы вам, конечно же, в нашем красном инстаграме расскажем о тех посылках, которые до нас долетят. Я попрошу, наверное, Илью Казакова, он вам распакует такой инстаграм, анбоксинг замутит. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на наши соцсети, читайте Wилсаком, качайте приложение в App Store. Вот это все. Все ссылочки в описании. И самое важное, сначала ставите Letyshops, потом все остальное. Спасибо, я не прощаюсь, мы в интернете, значит, совсем скоро увидимся. У нас для вас огромное количество интересного контента. Ну и, конечно же, мы разыграем в этом ролике AirPods. Я уже просто вот, но все равно мы AirPods разыграем, поэтому все как положено. Я когда начинал этот конкурс, я даже не ждал, что это так сложно. Казалось бы, разыгрываешь AirPods каждый день. Охренеть не очевидно. Сложно, просто ни идей, ни возможностей что-то продумать уже нет. Но все для вас, друзья мои. Декабрь абсолютно безумный, а мы продолжаем. Что нам остается?